Конечно, прежде чем начинать, нужно нарисовать, как будет выглядеть ваш камин, каким вы хотите его видеть. Обязательно разметить, примериться, обязательно расчертить, как вы будете собирать каркас, размеры, вид. Мы решили сделать такой вид, с такой вот арочкой. Надеюсь, у нас получится. Вот такой каркас мы уже начали делать. Вверх взяли, это обычная ступень. Лестничная обычная ступень шириной 30 сантиметров, длиной 1,20 м. Нас это вполне устроило. Мы решили сделать по бокам небольшие зазоры по 7 сантиметров. Собираю каркас из обычного бруса, взял его в Леруа толщиной 4 на 4 сантиметра. Нарезаю, собираю потихоньку каркас. По мере того, как я буду продвигаться, буду время от времени включать камеру, показывать вам, что у нас получается. Решили сделать к камину небольшую возвышенность. Вот отсюда видно. 8 сантиметров по периметру, с боков спереди будет небольшая возвышенность. Кстати, многие говорят, ну так, общаюсь с ними, о да, хорошо, конечно, у тебя инструмент есть. Я вот хотел показать, с какими инструментами я работаю. Вот это основной инструмент. Больше ничего сверхъестественного придумывать не надо. Это торцевая пила. Купил я ее в Леруа. Почти самая дешевая. Цена, по-моему, 1800 или 2000, около того. Вот сделали стоечки под очаг. Примерились. Ну, по-моему, самый оптимальный вариант. Теперь будем думать. Либо у нас будет верх очага дугой, либо он будет прямой. Конечно, прямой легче делать. Его потом облицовывать проще. Облицовывать будем, кстати, под кирпич. Так же, как наша стенка. Там видео у нас валяется, посмотрите. В общем, думали и решили пока временно поставить, скажем, квадратный очаг оставить, без дуги. Вот, ну, в целом, вот весь каркас. Времени ушло на сборку этого каркаса, ну, где-то 2,5 часа с учетом съемки. Примерно. Ну, я не скажу, что долго, выходной день. Это нормально. Материал для обшивки мы еще не выбрали. Вот думаю, либо гипсокартон, либо фанера. Можно даже использовать USB-панели. Ну, что проще, то и возьмем. В принципе, все эти материалы пригодны для данного вида работы. Сверху будем приклеивать имитацию кирпича на жидкие гвозди. Предварительно, это все в планах, предварительно покрасив в общем, недолго думая, решил я обшить фанерой. Быстро, просто работать с ней. Но сразу скажу, если вы сверху будете декоративной, скажем, какой-то плиточкой, декоративными кирпичиками обшивать, то такой вариант не подойдет для дачного, скажем, варианта, для помещений, где нет отопления. Потому что дерево дышит, дерево расширяется, сужается, и плитки отпадут. Ну, для дома, где постоянно одна и та же температура, я думаю, это будет идеальный вариант. Вот мы покрасили обычной краской, щели замазали обычной дешевой замазкой белой, чтобы потом эти щели не виделись сквозь декоративный кирпич. Закончили облицовку камина. Покрыли столешницу темным маслом. Сверху покрыли воском.
Осталось закоптить очаг. Все, камин готов.